Приветствуем вас на канале нашего интернет-магазина комнатных растений Zibi Market. Монстера стадлиана или филодендрон ковра – достаточно редкое тропическое растение, которое сложно найти в магазинах. Она имеет продолговатые заостренные листья зеленого цвета с белой или желтой вариегатностью. В нашем магазине вы можете приобрести эту монстеру и много других комнатных растений. Ссылка на наш сайт в описании к видео. Считается, что многие коллекционные растения капризны в выращивании, но это точно не про эту монстеру. В этом видео я расскажу, какие условия содержания подходят для нее, а также буду размножать монстеру различными способами. Итак, рассмотрим первый метод размножения – черенкование. Идеально для укоренения подходят черенки длиной 10-15 см. Необходимо оставить 2-3 междоузлия или почки. Нам кажется, что лучше всего эта монстера укореняется в воде. У меня есть несколько укоренившихся черенков, которые я сейчас высажу в грунт. В состав почвенной смеси входит торф, перлит, кора и биогумус. На дно горшка засыпаем немного нашей земли и помещаем растение в центр. Далее заполняем пустоты грунтом, слегка его утрамбовывая. Следующий черенок я буду высаживать в мох с фагом с добавлением коры. Для этого необходимо обернуть корни мхом и поместить растение в небольшой горшок. Следующий один из самых простых способов укоренения – воздушными отводками. Такой способ дает практически 100% результат. Для этого необходимо обернуть влажным мхом междоузлие и закрепить его пленкой. Это делается для того, чтобы мох не высох. Пленку также можно зафиксировать проволокой. Самый быстрый метод размножения – деление. Необходимо растение с 2 или более побегами освободить от горшка и старого грунта. Далее, аккуратно не травмируя корни, отделяем стебли друг от друга. Высаживать монстеру я буду в тот же грунт, что и предыдущие черенки. Горшок подбираем по размеру корней. Не нужно сразу сажать растение в большой по диаметру горшок, так как это может послужить гниению корневой системы. Как и для всех тропических растений, идеальные условия содержания те, которые приближены к естественной среде. Далее я расскажу основные моменты, которые необходимо соблюдать при выращивании данной монстеры. Для активного роста и сохранения вариегатности монстере необходим яркий рассеянный свет. Прямые солнечные лучи губительны, так как от их воздействия на листьях могут появиться ожоги. Также и нехватка света способствует потере декоративности. Стебли могут вытянуться и листья станут однотонными.
поэтому стоит внимательно отнестись к выбору места, где будет располагаться растение. Полив подходит умеренный, регулярно зависит от условий, в которых содержится растение. Грунт должен успевать просыхать между поливами на пару сантиметров. Зимой растение находится в состоянии покоя, поэтому частоту полива необходимо снизить. Также монстера любит повышенную влажность, необходимо регулярно опрыскивать и протирать листья влажной тканью. Монстера родом из Южной Америки, поэтому для ее выращивания необходимо сохранять температуру от 18 до 25 градусов. Растение не перенесет падение температуры ниже 10 градусов. Также она не любит сквозняки и резкие перепады. Если следовать этим несложным рекомендациям, можно успешно выращивать это потрясающее растение. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал.